Всем доброй ночи. Хочу вам подарить удивительный заговор. И заговор это на наречии чалдонском. Сначала расскажу об этом народе, о жителях Сибири, как они туда переселились, что означает чалдон. Вот этот заговор настолько на таком удивительном наречии русского языка, забытом уже почти. Я уверена, что некоторые слова вы оттуда слышали. Это все чалдонское наречие. Ерепениться это означает, притворяется, когда мы говорим, что ты ерепенишься. И много-много других слов, которые в обиходе мы используем, не зная корень этого слова. И не зная, какое наречие мы используем. Вообще наречия в России очень интересные. Поволжское наречие, новгородское наречие существует. Но определенные слова и тип разговора, который уже, к сожалению, уходит в историю. Ну, в принципе, есть старорусский, есть современный русский, на котором мы с вами разговариваем. Наверное, так и должно быть. Уходит старое, приходит новое, потом через некоторое время снова старое воскрешает. И снова новое приходит. Вот так происходит такой круговорот. Старое, новое чередуются. Это и есть история. Этот заговор мне дали, точнее, подарили давно. Ну, относительно давно, наверное, где-то лет 15 назад, когда я была в Великом Новгороде, я помогла одной девушке. У нее были проблемы с сердцем. Врачи не могли понять, что происходит. Она лечилась постоянно, и снова это начиналось. Операция не требовалась, как бы до этого не доходило, но у нее были колики, боли постоянные. Из-за этого она не могла жить полноценно. И я ей помогла в этом вопросе. У нее все это прошло. Когда ее бабушка узнала о моем существовании, она захотела со мной познакомиться. Вообще в моей жизни часто люди уже старые, мудрые, мне оставляли какие-то тетради своих бабушек, своих прабабушек, делились какими-то тайными секретами. Да и сейчас зрители мои отправляют мне рукописи своих бабушек, книги старые, старинные книги. То есть им это не дано, но они хотят отдать их, как они говорят, в достойные руки, зная, что эти работы не пропадут и послужат людям. Звали ее Мария Петровна. Мария Петровна, правильно. Мария Петровна Якимова или Якимова. Сейчас точно, наверное, Якимова. Она переехала к своим детям, внукам. Она переехала из Сибири. И когда она узнала, что я помогла ее внучке, она сказала, что она хочет поделиться со мной одним заговором, родовым заговором. То есть у нее бабушка была травница, знахарка, но она знала некоторые такие целебные, то есть свойства трав, знала некоторые заговоры, но она этим не занималась, ей это не передалось в полном объеме. А вот этот заговор, это на чалдонском и передано ее бабушкой. Передано всем внучкам. Их было не так много, по-моему, человек, 4 внучки, как она сказала. Именно внучкам она передала, чтобы они начитывали и получали от жизни удачу и богатство для своей семьи. Однако, поскольку хочу
сказать вам немного, объяснить, что означает чалдон. Это соединение двух слов. Чалы, вольный, и дон, вольный из дона. Вольные дона. Считается, что первое переселение туда это во время завоевания Ермака в 17 веке. Беглые, которые ушли, крестьяне, сбежавшие от своих князей, переселились в новые земли, завоеванные Ермаком. Хочу вам сказать, что завоевание Ермака оплатили два купца, два брата. И его поход оплатили, все расходы. И благодаря этим двум людям мы имеем Сибирь, чтобы вы знали. Так вот, переселились туда вольные. Потом это слово «чалы» начали применять как ругательское слово. Ну, то есть такое, поскольку они были в основном беглые люди, ну, еще присоединялись к ним и каторжники беглые, со временем поселившись там. И как бы это слово стали рассматривать как каторжник, как беглый, как преступник, одним словом. Хотя изначальный корень чалы означает вольный. Вольные из дона, чалдоны. Почему они туда переселялись? Для того, чтобы как бы заселить север, для того, чтобы новые земли стали более живыми, чтобы там появилось новое население, работоспособные и способные платить налоги, новые налогоплательщики, скажем так, освоить эти земли, был издан приказ не трогать этих людей. Они не должны были принадлежать никому, никакому хозяину, никакому князю. Они были вольные и платили, как вольные люди, свои налоги. Именно поэтому многие, узнав о том, что Сибирь – это земля вольная, что там крестьянство вольное не принадлежит никому. Так было и с Архангельской губернией, кстати говоря. Там тоже были вольные крестьяне или полузависимые, там больше вольные. Они не принадлежали никому. Вот там вот крепостное право там не действовало, собственно говоря. И постепенно начали туда уходить. Наверное, в фильмах, книгах много читали, что вот надо уходить в Сибирь, надо уходить в лес, надо уходить туда, там, где райские земли, где воля. И вот образовалось сначала северное сибирское казачество, а потом уже беглые крестьяне присоединились, строили там дома и оставались. После уже беглые каторжники, потом уже бунтари, которых искало государство. Одним словом, там собрались люди вольные, те, которые любили волю больше, чем другие, наверное, чем другое население, чем остальное население. Вот они предпочли жить в суровых, тяжелых условиях, но вольные. Вот чалдоны – это вольные из Дона. Вольные из Дона, поселившиеся там в начале 17 века. Ну и дальше потом, естественно, пополнялись. Люди своеобразной культурой, очень строгими правилами жизни, мастеровые, огромное количество из них мастеровых, то есть развивающие вот эту отрасль, да, и люди, которые своим трудом, своей нелегкой жизнью зарабатывали свой хлеб и честно поднимали Сибирь. Так что чалдоны, может быть, даже у нас найдутся зрители, которые узнают свои корни оттуда, уверенно. Может, и слышали от своих бабушек, дедушек, что они чалдоны. Это жители северных и окраин России, Сибири, сибирское казачество. Это вольные, сбежавшие
туда или переселившись туда, потом уже и программа была переселения туда чалдонов. То есть, ну, изначально они назывались крестьяне из южных губерний, которые переселялись туда и, собственно, получали вот этот эпитет, название чалдоны, да? Чалы из Дона, вольные Дона. Итак, нужно смотреть на свое имущество и читать заговор. Произносить, читать. В принципе, без разницы. Можете и читать. Как это будет происходить? Ну, например, открыли сундук с украшениями, начитали, пересчитали свои деньги, положили там на алтарь или на стол. Сверху начитали заговор. Открыли шкаф, начитали над вещами, чтобы обнова была. Посмотрели на свой дом, начитали. Посмотрели на машину, начитали. Над своим имуществом. Это действует на приумножение вашего имущества. Итак, заговор следует. Итак, я сейчас почитаю вам заговор, точнее включу. Я уже заранее записала, потому что меня иногда отвлекают, особенно ночью. И поэтому я заранее записываю, чтобы заговор спокойно вам передать. Вы сейчас увидите какой-то удивительный язык, необычный. Я уверена, что многие из вас и не слышали такие слова. Может, и слышали. В обиходе есть некоторые из этих слов. Итак, как читать, я вам уже объяснила. А что потом поменяется и как поменяется, мне кажется, говорить не нужно. Вы сами прекрасно знаете, как все меняется после заговоров и ритуалов проведенных. Я думаю, что Мария Петровна уже давно почила. Ее уже навряд ли можно найти среди живых, потому что она тогда была старый человек. Спасибо ей, спасибо ее бабушке, которой она взяла, то есть которая им оставила. Катерина ее звали, ее бабушку. Ну и заодно и познакомитесь с этим удивительным народом, которых называли чалдоны. Их потомки среди нас есть, естественно. Начнем. Доперишь, судьбу прославляю. Довторишь, мольбу к ней направляю. Я честно роблю свое дело. Взамін же прошу та заклинаю, та благо в хату закликаю. Сыпься злату, як с неба дождь, чтобы мне жировать, чтобы мне пировать, только радость знавать. Я, довчкинь, посчитаю, а как досчитаю, заговор мой мне богатство потянет. Един, пара, ерахты, барахты, чивильды, евольды, попусту, понасту, дакинь, вчкинь. Аминь. Если кто не понял, это счет с 1 до 10. Еще раз. Доперишь, судьбу прославляю. Довторишь, мольбу к ней направляю. Я честно роблю свое дело. Взамін же прошу, та заклинаю, та благо в хату закликаю. Сыпься злату, як с неба дождь, чтобы мне жировать, чтобы мне пировать, только радость знавать. Я, довчкинь, посчитаю, а как досчитаю, заговор мой мне богатство потянет. Един, пара, ерахты, барахты, чивильды, евольды, попусту, понасту, дакинь, вчкинь. Аминь.
Всем удачи!